Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 31 октября. Сегодня последний день этого месяца. И вы знаете, сегодня достаточно такой вот магический день. Поэтому обязательно положите это под подушку и скажите определенные слова. Почему нужно это сделать именно такую сегодня практику? Также почему сегодня магический день, что вы обязательно должны успеть в этот день, чтобы следующий месяц ноябрь, был в вашей жизни вот плодотворным, ярким и изобильным. Давайте вместе с вами, друзья, будем более подробно разбираться. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 31 октября. Сегодня у нас с вами, друзья, вторник. Давайте посмотрим, что же этот день по лунному календарю, обращаем ваше внимание, несет в себе в этом. Итак, сегодня 17 и 18 лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Близнецы. Хотя луна убывающая, но на небосводе мы с вами еще видим большую луну. Не пугайтесь ее, потому что таким образом вы отправляете негатив во Вселенную, и, соответственно, вы привлекаете в свою жизнь и страхи, и боли. Поэтому увидели Луну, улыбнулись ей и представили, что на вас сыпется, например, дождь изобилия, достатка и благополучия. А возможно, вы себе что-то представляете, которое важно и нужно. Главное не бояться и главное не отправлять вот эти энергетические тяжелые посылы. Вообще, сегодняшний день, друзья, является днем накопления, плодородности, радости и внутренней свободы. Вы знаете, сегодня 31 октября, и в некоторых странах мира отмечают такой вот, знаете, страшный для кого-то праздник. Кто-то считает, что это неправильно, отмечают Хэллоуин. Но у нас, у славян, это Велесова ночь. И вы знаете, у наших предков вот с 31 октября на 1 ноября это было такое вот достаточно мистическое и загадочное время, потому что наши предки обязательно в это время проводили различные обряды, связывали множество интересных легенд, народных примет, традиций. И мы вам тоже в этом видео предложим определенную практику, которая поможет вам исполнить ваше самое сокровенное желание. Что себя вообще этот день представляет по лунному календарю? Вы знаете, сегодня хороший день для того, чтобы заниматься праздниками, торжествами, радоваться жизни, смотреть на мир только влюбленными глазами. Если даже вам сложно, вы все-таки должны отправлять вот эти лучики света, лучики любви. Если вы чувствуете, что у вас появляются какие-то мысли, и они вам не нравятся, знаете, возможно, кто-то отправляет вам какие-то не очень хорошие мысли, и вы начинаете их считывать и, соответственно, принимать в свою жизнь. Этого делать не стоит, поэтому если в вашей голове или в вашем окружении люди начинают транслировать какие-то нечистые, дурные мысли, отказывайтесь от них. Просто их не принимайте. И постарайтесь в этот день видеть себя со стороны, потому что очень важно сегодня отказаться и от иллюзий, от каких-то низменных инстинктов. Помните о том, что только вы можете сами для себя принять решение и понимать, что же вам нужно и куда вам нужно двигаться. Очень многие люди почему-то считают, что кто-то им что-то должен, но это не так. Только вы можете построить свою жизнь. Только вы можете изменить все то, что для вас важно и нужно. Вы знаете, сегодняшний день даже в какой-то степени является зеркальным отражением вашей внутренней сущности. И, возможно, вы даже сегодня сможете заметить то, что вы сделали в своей жизни. Хорошее, плохое, и неважно. Главное, вы будете это чувствовать и прямо на интуитивном уровне понимать. Поэтому мы и просим вас, чтобы в любых сегодня обстоятельствах вы донесли мир, любовь и добро.
К сожалению, вот энергетика этого дня, она будет делать человека пассивным. То есть многие люди вместо того, чтобы проявлять активность, двигаться, что-то писать, что-то узнавать, что-то новое, наоборот, будут вот такими, знаете, дряхлыми, все будет неинтересно и так далее. Вот здесь очень важно, чтобы вы не поддались чужому влиянию и не стали кому-то подражать или следовать чужим мыслям. Также обращаем ваше внимание, что сегодня могут быть какие-то обманы коварные, могут быть интриги, какие-то сплетни. Ваша задача не расстраиваться и стараться смотреть только вперед, потому что люди, сами того не желая, сегодня могут быть осознанно или даже неосознанно могут подводить друг друга. Поэтому следите за своими дурными привычками и за своими мыслями. Откажитесь от эгоизма и тщеславия, от иллюзий и низменных инстинктов. Постарайтесь увидеть себя со стороны и постарайтесь объективно оценить. Это очень сложно, потому что каждый человек считает, что он самый лучший, он идеальный, но вы должны понимать и то, что мы приходим в этот мир, чтобы учиться, чтобы познавать и совершенствовать себя, свои знания, свой опыт и так далее. Поэтому, если вы видите, что в вашей жизни вам что-то не нравится, вам не нравится тот опыт, оставляйте его в прошлом и двигайтесь только вперед. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег, то в этот день, если у вас есть какие-то очень важные дела, лучше их отложить. Занимайтесь не только текущими операционными вопросами, но что-то вот глобальное сегодня делать не стоит, потому что это все будет, знаете, такая вот пустышка, ни к чему хорошему не приведет. Очень важно, чтобы вы направили силы на деятельность, связанную с работой, с творчеством, с искусством. Сегодня хорошо решать именно простые финансовые вопросы. Что-то глобальное, брать кредиты, это сегодня делать, конечно же, не стоит. Кроме того, обращаем ваше внимание, что первая половина дня, 31 октября, будут нести в себе дисгармонию, и люди в какой-то степени будут не понимать друг друга, не слышать. И здесь нужно быть очень тактичным, быть дипломатом, потому что из-за вашего какого-то эгоизма, из-за вашего тщеславия, те люди, которые вас любят, которые вас ценят, они просто могут от вас отвернуться. Ну, а вторая половина дня, наоборот, будет уже более-менее, знаете, такая вот беспроблематичная. Люди будут стараться как-то решать какие-то проблемы, какие-то вопросы. Знаете, появляется какая-то у людей дипломатия. Даже если были какие-то неразрешимые задачи, люди стараются эти задачи как-то решить. Что же касательно здоровья, то мы рекомендуем вам обратить внимание на почки, потому что они в этот день ослаблены. Могут появляться сегодня кожные болезни, даже вскрыться какие-то старые раны. Сегодняшний день хорош для процедур омоложения, массажа с кремами, с маслами, омовений, сауны, баня. Также сегодня хорошо делать и чистку кишечника. Также сегодня хорошо голодать или хотя бы отказаться от какой-то мясной, вот именно жирной пищи. Но в то же время ни в коем случае, если вы не врач, если вы начитались много литературы в интернете, будьте, пожалуйста, осторожны вообще сегодня с любым лечением и постановкой диагноза. Да, конечно же, не все врачи идеальны, но вы должны понимать и то, что есть протокол лечения, и об этом знает только врач. Да, врачи иногда ошибаются, но, вы знаете, мы все люди, каждый из нас может ошибаться, поэтому ваша задача на интуитивном уровне чувствовать, это ваш врач или нет. Что же касательно стрижки волос, то мы не рекомендуем в этот день обращаться к парикмахеру. Почему? Потому что сегодня стрижка волос может поспособствовать потере собственности, каким-то кражам, могут заболеть даже ваши домашние животные. Также сегодня хорошо, если вы будете носить обереги, амулеты, талисманы. Очень хорошо сегодня носить бирюзу, заниматься чисткой с помещения, чисткой со своих мыслей. Даже если вам что-то не нравится, вы должны понимать и то, что все зависит в первую очередь от вас. Если вы не готовы нести в этот мир добро, то никто другой в ваш мир это не понесет. Помните о том, что Вселенная всегда отзеркаливает, она транслирует то, что вы транслируете в этот мир.
Поэтому сегодня очень важно поддерживать благоразумие и сдержанность. Очень важно, чтобы вы сохраняли ясность ума и объективно оценивали себя и свои поступки. Также сегодня противопоказано пьянство, курение и чрезмерное использование духов. Обратите на это особое внимание. Что же касательно общения с начальством, то мы сегодня не рекомендуем обращаться вообще ни по каким вопросам к своему начальству или к руководству, потому что это будет не очень хороший разговор, или вас, наоборот, даже не поймут, что вы говорите или транслируете в этот мир. Также сегодняшний день не подходит для смены места работы. Не спешите, всему свое время. Также сегодня неподходящий день для операций с недвижимостью. Это касается и покупка, и продажа, и даже обмен. Что же касательно зачатия, сегодня не подходит день для зачатия. Обратите на это внимание. Но, с другой стороны, ввиду того, что энергия еще у нас есть от полнолуния, многие люди ее очень хорошо чувствуют, поэтому сегодняшний день вполне подойдет для физических нагрузок. Но помните о том, что перетруждаться также не стоит. Также сегодня хорошо делать мелкие домашние дела. Это может быть и уборка, и приборка. Что же касательно снов, то сны подсказывают в этот день путь к исцелению от болезни. Также сны часто сбываются, поэтому стоит обязательно к ним прислушаться. Далее, друзья, как всегда, давайте обратимся к Архангелу Михаилу, посмотрим, какая карта выпала на этот день, 31 октября. Итак, карта звучит на этот день следующим образом. Просите Архангела Михаила помочь вам в этой ситуации. О чем эта карта? Эта карта говорит о том, какой бы вы ситуации сегодня не были, обязательно обратитесь к Архангелу Михаилу. Даже если вы уверены, что все у вас пройдет хорошо, достаточно легко, в любом случае прочитайте молитву, обязательно своими словами обратитесь к высшим силам и попросите внутреннего спокойствия, возможно, каких-то идей, чтобы вы почувствовали свою интуицию и услышали ее подсказки. Также очень важно понимать и то, что сегодня нужно быть готовым к чудесам, которые могут неожиданно случаться, и при этом в тот момент, который вы больше всего не будете ожидать. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы сфокусировались на решении того или иного вопроса, а не на проблеме, потому что это вам не поможет. Даже если вас в этот день люди хотят вам помочь, что-то вам подсказать, обязательно принимайте эти предложения. Даже если вы чувствуете, что этот человек, возможно, не искренен по отношению к вам. Ваша задача понимать и то, что через таких людей идет определенная трансляция с внешнего мира какой-то очень важной, возможно, для вас информации. Также, если вам сегодня предлагают какие-то альтернативные решения, не стоит от них отказываться. Главное их выслушать, и со временем вы поймете сами для себя, что для вас важно, что для вас нужно и как правильно вам поступать в той или иной ситуации. Ну и молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня прочитать, звучит следующим образом. Архангел Михаил, спасибо тебе за помощь. И опишите ситуацию, за какую помощь вы благодарите. Далее прошу наполнить мою душу верой и миром. И обязательно эти слова молитвы пропишите в комментарии к этому видео. Помните о том, что одно дело, когда вы просто в уме у себя проговорили, а другое дело, когда вы еще написали. Очень хорошо, если возьмете листочек бумаги, ручку и еще раз пропишите эту молитву. Только будьте осознанны, с пониманием относитесь к молитвам. То есть не просто так, я прочитала, я молодец. Нет, вот в нашем случае, сегодня молитва, нужно описать ситуацию, за которую вы благодарите, за ту помощь, которая вам была оказана. Даже если это самая маленькая, вот что вы вспомнили, вот то и благодарите, потому что любая помощь, это очень имеет важное значение. И как мы уже, друзья, сказали, сегодня у нас с вами магический день, поэтому обязательно вам нужно это положить под подушку. Что именно? Вам сегодня нужно в любое время. Вы эту можете практику начать делать и на работе, и дома. Даже прямо вот с утра, вы сейчас просмотрели это видео, прямо с утра можете сделать. Возьмите листок бумаги, желательно чистый, без ни в клеточку, ни в линеечку, и напишите какое-то ваше искреннее желание. Оно может касаться любой сферы вашей жизни.
Только не просто так, знаете, написали слово «ай», деньги или найти свою любовь, да, а постарайтесь прописать, для каких целей вам это нужно, сколько это нужно. Если мы говорим о человеке, то попытайтесь прописать те моменты, которые для вас важны. Там характер, например, человека, глаза его, рост и так далее, и так далее. У каждого это свои будут какие-то определенные моменты. И далее, когда вы уже будете ложиться спать, возьмите этот листочек, еще раз его прочитайте и после этого скажите такие слова. «Темная ночь, заклинаю мне помочь. Велес, потрудись, загаданное появись». После этого ложитесь спать и уже ни с кем не разговаривайте до утра. А утром этот листочек нужно будет просто-навсего сжечь со словами благодарности. Друзья, вот такой сегодня у нас с вами насыщенный день, 31 октября. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, увидите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ! Услышимся в следующем видео.